Стар-мотор у аппарата. В этом видео речь пойдет про одного выдающегося атлета, который успел засветиться еще во времена выступлений Арнольда Шварценеггера из давно минувшей золотой эры бодибилдинга. Это усатый новатор культуризма и один из разработчиков низкообъемной и высокоинтенсивной методики тренировок. Его зовут Майк Менсер по прозвищу Мистер Сверхмощный. Вообще, я еще с прошлого года планировал сделать этот видос. И вот, благодаря майским праздникам, я собрался с силами и решил довести это дело до конца. Итак, Майк Менсер, у которого на самом деле было много прозвищ. Например, его еще называли Человек и Пароход. Он был не только талантливым бодибилдером, но также являлся бизнесменом, философом и преуспел в литературе. На свет он появился 15 ноября 1951 года в маленьком городишке Пенсильвания, а вырос уже в Ефрате. Это небольшой фермерский городок в том же штате. Майк впервые узнал о бодибилдинге в 11 лет, когда ему случайно на глаза попался бодибилдерский журнал. И по его же словам, с того момента он сразу же решил, что посвятит этому всю свою жизнь. К 19 годам, после нескольких лет упорных тренировок, его результаты были скромными. Он выглядел просто обычным, в меру мускулистым, подтянутым пареньком. Но Майка это не устраивало, поэтому с того возраста он начал принимать анаболические астероиды. Через год к своему 20-летию он уже заметно поднадулся и решил впервые принять участие в билдерских соревнованиях за титул Мистер Америка. Но ему не особо подфартило, он тогда занял только 10-е место. В тот же год Менсер узнал про Артура Джонса, который придумал в то время новый революционный и кардинально отличавшийся ото всех метод тренировок, который был очень низкообъемным и высокоинтенсивным. Майк с большим интересом стал интересоваться этими новыми наработками Джонса, и это буквально полностью перевернуло его взгляд на то, как в действительности нужно тренироваться. Позже, взяв за основу систему Артура Джонса, Майк придумает и свою авторскую методику тренировок. Потом мы узнаем про нее более подробно, а пока что продолжим эту жизненную историю. Сам Майк никогда не скрывал и честно признавался в том, что он принимает стероиды. По его же словам, это стало для него осознанным выбором, тем более перед тем, как захимичиться, он долго думал и размышлял о рисках и опасностях, сравнивая это с возможной выгодой, которую он мог бы получить в будущем. В 1976 и в последующем году Менсер вошел в элиту бодибилдинга, 2 года подряд становясь вторым на турнире Мистер Юниверс. А в 1978 году он вообще занял 1-е место в тяжелом весе на любительском чемпионате мира. После череды таких крупных успехов Майк всерьез нацелился на то, чтобы покорить самую вершину мирового культуризма и стать мистером Олимпия. И в 1979 году при росте 173 сантиметра и весом в 102 килограмма он взошел на пьедестал Олимпии и стал первым в своей тяжелой весовой категории. Но в абсолютном зачете за главный титул он уступил очень рельефному Фрэнку Зейну. Но Менсер не стал отчаиваться, ведь для своего первого участия на Олимпии результат был очень даже весомым. Он был уже буквально в шаге от победы, поэтому решает еще как следует подкачаться к следующему турниру. И уже с более улучшенной формой подает заявку на участие в Мистере Олимпия 1980 года. Но все его планы, к сожалению, были разрушены нежданным и негаданным камбэком легендарного Арнольда Шварценеггера. После своего 5-летнего отдыха Арнольд уже в 7-й раз снова занимает 1-е место на Олимпии.
а Метцера вообще задвинули на 5-е место. С тех пор многие поговаривали, что результаты той Олимпии были подтасованы, но для Майка от этих разговоров радостнее не становилось. Он был очень огорчен и сам неоднократно утверждал, что этот мистер Олимпия был купленным. Сразу после той злосчастной Олимпии Майк завершил свою карьеру выступающего бодибилдера и полностью погрузился в тренерскую деятельность. Именно тогда он изобрел свою новую систему тренировок, в которой отводилось гораздо больше времени для отдыха, чем самим упражнениям. Впоследствии его тренировочная система прославилась на весь мир, благодаря успешной карьере Дориана Ятса, которого в свое время тренировал сам Майк Менцер. Дориан был его лучшим учеником. Он 6 раз становился мистером Олимпия, и это несмотря на то, что бодибилдингом начал заниматься в уже достаточно позднем 20-летнем возрасте. В самом начале своей тренерской деятельности Майк был приверженцем теории высокоинтенсивного тренинга Артура Джонса, делая один рабочий подход на каждую группу мышц, с последующим днем отдыха по 3 раза в неделю. Но по наблюдениям Майка над своими подопечными, ожидаемого прогресса от таких тренировок не последовало. Поэтому Менцер пришел к выводу, что даже при таком режиме тренировок проблема кроется в перетренированности мышц. После долгих экспериментов Майк остановился на том, что максимальных результатов его ученики добились, выполняя от 2 до 4 подходов на одну группу мышц. Такая тренировка проходила 1 раз в 7 дней, но иногда период отдыха увеличивался и до 14 дней. Такой необычный метод тренировок вызвал в общественности много критики, однако Менцер заявил, что все эти нападки объясняются ревностью и личной ненавистью к его персоне. Сам Майк был настоящим трудоголиком, он работал от 10 до 12 часов в день и получал от этого удовольствие. На протяжении многих лет его смыслом жизни была только лишь работа. Из близких родственников у Майка был его брат Рэй, но отношения у них всегда были сложными, но к концу земной жизни их общие совместные проблемы со здоровьем сильно их сблизили. У его брата Рэя были проблемы с почками, а также была избыточная сворачиваемость крови. А у Майка была операция на шейном отделе позвоночника. Еще имелась пневмония и образование кровяных сгустков крови в легких. Но несмотря на все эти сложности, братья относились ко всему философски и верили, что все переменится к лучшему. Однажды во время лечения для братьев Менцеров было неожиданным сюрпризом проявленное внимание от самого Арнольда Шварценеггера. Арни позвонил Рэю, поинтересовался его делами и сказал, что если понадобится какая-то помощь, пусть звонит ему в любое время. Когда Майк узнал про этот звонок, он был просто шокирован, ведь всегда воспринимал Арнольда как очень хитро-наглого выдающегося человека, но никогда не подозревал в нем таких высоких человеческих качеств. С того момента у Майка отношение к Арнольду изменилось в лучшую сторону. 10 июня 2001 года Менцер ушел из этой жизни из-за сердечного приступа. Для его брата Рэя это было очень тяжелым ударом. Он не смог пережить такую утрату и помер через 2 дня после Майка.